Всем привет, с вами Алексей Спачевский, я эксперт по настольному теннису и инвентарю для него. Сегодня у нас на обзоре длинные шипы Desperado 2 от фирмы Dr. Neubauer. Сегодня версия на губке. А обзор версии без губки, то есть OX, у нас уже выпущен в нескольких частях. Ссылку найдете под роликом. Одни теннисисты играют длинными шипами на губке, другие без губки, поэтому мы стараемся по возможности изучить и делать отдельные обзоры версий на губке и без, для самых интересных накладок. Так как разница между тем, как играют одни и те же длинные шипы на губке и без губки, обычно весьма существенна. Причем эта разница не всегда одинаковая, так как губки могут различаться не только толщиной, но и вообще по своим свойствам. Эту накладку Desperado 2 я много тестировал сам и играл ей по-всякому на губках разной толщины и без губки. Много играл против нее. Также я собрал много обратной связи на нее от Сергея Коваленко, у которого это одна из любимых его накладок. И еще от Сергея Коленника, у которого любимая накладка другая, но это он тоже на турнирах поиграл. Перейду к свойствам накладки. Чувство примерно средней жесткости и есть заметная упругость. Эта упругость очень интересна тем, что шипы срабатывают немного по-разному в разных ситуациях, создавая дополнительные вариации возвращаемых мячей. Это не сказывается на управляемости и проявляется в основном в пассивной игре. Кстати, в целом в пассивной игре Desperado 2 ведет себя весьма комфортно, хотя это, конечно, не означает, что они только для пассивной игры. В активной игре ими тоже много чего хорошего и интересного можно и нужно делать. Реверс в пассивной игре самый большой, как обычно в версии без губки. Напоминаю, на нее отдельный обзор, ссылка под роликом. А его сила постепенно ослабевает с ростом толщины губки. Речь про реверс в пассивной игре. А способность создавать собственное вращение, наоборот, возрастает с ростом толщины губки. Про скорость можно сказать, что она в целом примерно средняя, как для длинных шипов. Однако скорость по-разному проявляется в разных элементах. Например, при просто набивании мяча на ракетке может показаться, что накладка вообще быстрая. Однако при приеме атак блоком или подрезкой оказывается, что она хорошо гасит скорость приходящего мяча, и тогда кажется, что скорость небольшая. А при активной игре, при атаке, при активной подрезке мяч летит довольно резво. Поэтому, если кто-то использует только один режим накладки, у разных таких теннисистов могут быть и разные, соответственно, оценки скорости Desperado 2. Но я считаю правильным усреднить разные режимы и сказать, что скорость в целом примерно средняя. Очень часто теннисисты хотят узнать, для какой же зоны данные длинные шипы предназначены, для ближней или для дальней. Про Desperado 2 нельзя сказать, что для той или для этой. Это не значит, что раз универсально, то значит как бы и то, и другое на среднем уровне. Это не отсюда. В каких-то других вещах так часто бывает, но у хороших длинных шипов нередко и игра на столе на очень хорошем уровне, и в дальней зоне аналогично. Хотя, конечно, бывают и длинные шипы эффективные только в одной зоне. Такое тоже бывает, но это не правило. И не нужно думать, что все длинные шипы такие. Сцепление у Desperado 2 не максимальное, не такое сильное, как, например, у Boomerang Classic, Monster Classic или Viper. То есть сила тяги послабее, чем у самых сильно тянущих длинных шипов. Однако сцепление все же гораздо сильнее, чем у каких-нибудь слаботянущих шипов типа Gangster, Troublemaker, Number One или первой Desperado. Так что тут сцепления достаточно, чтобы варьировать возврат и вращение произвольно, где-то усилить реверс, где-то наоборот убрать вращение, чтобы дать плоский мяч. Можно подрезать, можно плоско отпихнуть и так далее. Кроме подрезки можно варьировать вращение на блоках, на дальних блоках, на приеме подач, в общем, много где. И такая заметная сила тяги в сочетании со средней скоростью дает возможность применять очень широкий спектр технических приемов. Из этого следует, что такая накладка позволяет и научиться широкому спектру приемов, в отличие от накладок, у которых возможности в целом уже. Имейте в виду, что сила тяги длинных шипов зависит также от скорости и других свойств основания.
При игре на медленных основаниях, например, мяч сидит на накладке дольше, и способность цеплять мяч у накладки в такой ситуации выше. Тогда как на быстрых основаниях, на оффах и быстрее, мяч отлетает с ракетки, соответственно, быстрее, и тяга получается меньше. Для такой накладки, как Disperda 2, тут может быть большая разница за счет основания. На быстрых основаниях ее силу тяги, я так заметил, оценивают как более низкую. И там возрастает роль пассивного реверса, но ухудшается способность собственного вращения. Ну а на медленных основаниях, соответственно, сила тяги получается больше. В общем, моя оценка силы тяги может не совпадать с оценками других игроков, которые на быстрых основаниях играли этой накладкой. Я в основном играл на медленных. Можно сказать, что на быстрых основаниях Disperda 2 лучше подходит для более темповой игры. А также можно использовать больше пассивного реверса в любых элементах, больше просто контрольных возвратов, больше простых подставок и больше быстро играть в ближней зоне, чтобы давить соперника темпом, разводить его по углам, чтобы добить другой стороной и так далее. Тогда как на более медленных основаниях можно, ну конечно не обязательно, играть более вариативно по вращению, больше придавать собственное вращение и варьировать возвраты. И еще чоп-блоком удобнее играть на медленных основаниях. Хотя чем выше уровень техники, тем более быстрое основание можно и для этого использовать. Известно, что чоп-блоком обычно играют длинными шипами без губки. И большинство длинных шипов только без губки и дают возможность сделать этот элемент нормально. Но Disperda 2 позволяет делать чоп-блок и на губке тоже. Например, с тонкой губкой 0,6 мм этот элемент на медленных основаниях может неплохо работать. Хотя, конечно, эффективность чоп-блока в OX выше, но не все шиповики любят OX по ощущениям. Некоторые предпочитают губку за лучшие возможности атаки, за лучшие возможности подрезки в дальней зоне, ну или еще по каким-то причинам. Ну, в общем, иметь среди возможностей своих длинных шипов на губке дополнительно еще и чоп-блок вполне приличное расширение технического и тактического арсенала. Конечно, длинные шипы на губке я бы не рекомендовал никогда как накладку для игры, фокусированной на чоп-блоке. Но если соперник играет так, что дает удобные мячи, чтобы делать чоп-блок, а накладка это позволяет делать и имея губку, ну, почему бы это и не делать? В целом в игре на столе легко играть по чужому вращению, так как Disperda 2 на него слабо реагирует. При этом возврат вращения сильнее, чем от сильно тянущих длинных шипов, а траектории более сложные и неприятные. Мяч от Disperda 2 часто возвращается тухлым, без энергии, без импульса, слабо отскакивает и становится неудобным для продолжения атаки соперником. Это такая одна из сильных сторон этой накладки в игре на столе. В дальней зоне Disperda 2 очень контрольно можно подрезать, возвращая сильную подрезку и с низким отскоком. Кто любит защищаться, но не любит самые сильно тянущие шипы, Disperda 2 такому защитнику может хорошо подойти. Ведь за счет более слабой тяги и реакция на вращение меньше. А реверс очень хороший и способность придавать собственное вращение сохраняется. Также в дальней зоне можно применять кроме подрезки еще и дальний блок. Не у всех длинных шипов этот полезный технический элемент хорошо работает, но Disperda 2 его можно успешно применять как в версии на губке, так и оксом. Этот прием хорош тем, что позволяет давать плоские мячи, но очень похожие на подрезку. Его особенно хорошо применять, чередуя с сильными запилами от обычной подрезки. И подрезку, и дальний блок выполнять легко, так что можно чередовать эти приемы по желанию, по ситуации, что по данному мячу тактически выгоднее, чтобы сопернику сделать жизнь более интересной и сложной. В общем, Disperda 2 контрольные, нечувствительные к приходящему вращению длинные шипы. При правильном применении по ним сложно играть сопернику, тогда как сама накладка легко управляемая и хорошо понятная для обладателя. Ее можно даже рекомендовать начинающим шиповикам в качестве первых шипов для знакомства с этим типом накладок. Кто хочет выбрать не из бюджетных, но из обладающих хорошим эффектом шипов. А выбирать Disperda 2 можно для игры хоть в ближней, хоть в дальней зоне. Она полноценна и эффективна и там, и там.
С вами был Алексей Сыпачевский и магазин настольного тенниса ТТ Максимум. Напоминаю, если вам что-то нужно из накладок, мячей, оснований и чего угодно еще для настольного тенниса, обращайтесь в наш магазин. Это наилучшая благодарность нам за наши видео, за наши труды.